Встреча лесника с медведем обернулась совершенно неожиданно. Сначала охваченный страхом, мужчина понял, что зверь не представляет угрозы, а наоборот, отчаянно нуждается в помощи. То, что произошло дальше, потрясает. В глубине северных лесов, вдали от дорог и людей, одинокий егерь по имени Сергей оказался в непростой ситуации. Его чувства обострились, когда он услышал странные, пугающие звуки, эхом разносившиеся среди деревьев. Несмотря на тревожные сигналы, которые подсказывал ему инстинкт, любопытство пересилило страх и заставило его двигаться вперед. С каждым осторожным шагом он приближался к источнику шума, пока не наткнулся на сцену, от которой перехватило дыхание. На небольшой поляне лежал медведь, не просто попавший в ловушку, но жестоко спутанный цепями и колючей проволокой. Любое его движение сопровождалось болезненным рыком, полным отчаяния. Сердце Сергея забилось быстрее, когда он оказался лицом к лицу с огромным хищником. В другой день он, возможно, держался бы подальше или позвал помощь, но то, что он видел сейчас, не имело ничего общего с природой. Это было настоящее издевательство. Медведь словно просил о помощи. Сергей отбросил сомнения, подавил страх и осторожно подошел ближе к страдающему животному. Его тяжелое дыхание и глухие стоны усиливались, пока человек внимательно изучал запутанные цепи, силки и проволоку. Было ясно, что быстро справиться не получится. Нужно было методично освобождать зверя, рискуя собственной жизнью. Когда Сергей сделал шаг вперед, медведь резко дернулся, пытаясь защититься от предполагаемой угрозы. В этот момент мужчина сделал неожиданный поступок. Он медленно опустил свое ружье и положил его на землю, показывая, что не собирается причинять вред. Этот жест стал знаком доверия. Медведь постепенно успокоился. Видимо, за свою жизнь он уже сталкивался с людьми и понимал, что опасность исходит от оружия. А теперь руки человека были пусты. В его глазах появилось что-то новое, слабое, но ощутимое доверие. Однако опасность никуда не исчезла. Подойти так близко к раненому дикому зверю было крайне рискованно. Но Сергей не мог отступить. Он смотрел на существо, чье тело было изуродовано жестокостью людей, и чувствовал, как внутри все сжимается. Осторожно, шаг за шагом, он начал освобождать медведя. Сначала он разрезал силки. Каждый узел словно сопротивлялся, не желая отпускать добычу. В воздухе стоял запах крови и страха. Цепи одна за другой падали на землю с глухим звоном. Затем он принялся за колючую проволоку. Она глубоко впилась в плоть животного, причиняя невыносимую боль. Сергей работал аккуратно, стараясь не навредить еще больше. Он чувствовал огромную ответственность за происходящее, но ни на секунду не пожалел о своем решении. Наконец, последний виток проволоки был снят, и медведь, освобожденный от мучительных оков, обессиленно рухнул на землю. Сергей отступил на шаг, и его охватила тяжесть увиденного. Мех зверя был испачкан кровью, тело покрыто глубокими ранами, лапы опухли и едва двигались. Это зрелище резко контрастировало с тем образом дикой природы, который он представлял раньше. Опустившись на колени рядом, он тихо произнес: «Прости, что с тобой это сделали». Медведь посмотрел на него, и в этом взгляде было что-то похожее на понимание. Возможно, это была первая доброта, которую он получил за долгое время. Прошло несколько минут, прежде чем медведь смог попытаться подняться. Сергей терпеливо ждал, не собираясь оставлять его одного. Он понимал, что если уйдет, зверь может снова погибнуть или попасться другим людям. К его удивлению, медведь доверился ему и медленно пошел следом через лес. Когда они добрались до небольшой избушки, Сергей достал телефон и вызвал службу спасения диких животных, настойчиво прося о срочной помощи.
Специалисты прибыли довольно быстро. Они аккуратно усыпили медведя и начали осмотр. Стало ясно, что животное находилось в таком состоянии уже несколько дней, страдая от боли, голода и инфекции. Раны были серьезными, и без срочного вмешательства медведь мог лишиться конечностей. Его осторожно погрузили в транспорт и доставили в ветеринарный центр. Там специалисты очистили раны, обработали их, наложили швы и ввели необходимые препараты. Во время лечения Сергей узнал тревожную новость. Подобные случаи уже происходили ранее. Несколько животных были найдены с такими же травмами, что говорило о чьей-то систематической жестокости. Это известие глубоко потрясло его. Гнев и чувство справедливости переполнили его, и он решил, что не останется в стороне. Человек, который пришел в лес как охотник, вышел оттуда совсем другим — защитником. В последующие дни медведь находился под наблюдением, постепенно восстанавливаясь. Его состояние улучшалось благодаря усилиям ветеринаров. Сергей регулярно навещал его, и каждый раз, когда их взгляды встречались, в глазах зверя появлялось узнавание. Эти встречи стали важны для них обоих. Вдохновленный пережитым, Сергей начал активно помогать природоохранным организациям, участвуя в программах защиты животных и предотвращения подобных преступлений. Его история стала известна многим и заставила людей задуматься о своем отношении к природе. Через несколько месяцев медведь полностью восстановился и был готов вернуться в дикую среду. Сергею доверили открыть вольер. Когда медведь вышел на свободу, он на мгновение остановился и обернулся. Их взгляды встретились, и в этом молчаливом прощании было больше, чем можно выразить словами. Затем зверь исчез среди деревьев. Сергей долго стоял, глядя ему вслед, понимая, что этот момент навсегда изменил его жизнь. С тех пор он посвятил себя защите дикой природы, создавая убежища для пострадавших животных, участвуя в восстановлении популяций и привлекая внимание общества к проблемам экологии. Его деятельность выросла в масштабное движение, объединившее людей со всего мира. Он выступал, делился своей историей и вдохновлял других действовать. Спустя время, гуляя по тем самым местам, он вновь вспомнил тот день, когда все изменилось. Он осознал, что даже один поступок может изменить судьбы. Эта история стала напоминанием о том, что каждый человек способен повлиять на мир вокруг себя, если проявит сострадание, смелость и решимость.